Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данный момент у нас идет призыв на нового героя призыва Лакрейса, вот это вот мотылька. Герой подвергся множеству хейта, якобы он не апает урон призыву, якобы он плохой. В данном ролике мы проведем некоторые тесты на разных уровнях пробуждения, сравним его, допустим, даже с Эрзилосом. Хотя опять-таки в нынешних реалиях, учитывая, что боссы нынче жесткие у нас, и зачастую того же Эрзилоса нам приходится вообще убирать и ставить второго саппорта, тем самым мы теряли урон, так как любой призывной герой имеет какой-либо талант, который в итоге повышает урон именно нашей Лильванис. Будь то сокрушительный рывок, либо как у Синтрелли подпитка маны, то есть в любом случае есть какой-то талант, который апнет именно саму Лильванис. Соответственно, если мы убираем нашего героя призыва, ставим какого-либо саппорта, мы лишаемся и таланта этого, и каких-либо бонусов, которые именно дает наш призывной герой. Допустим, Эрзилос дает бафы, повышающие урон, мотылек дает щиты и повышение урона именно по цели. Так что в этом ролике проведем разные тесты. Скажу сразу, что данного героя я в итоге крутить буду, так как нашел я в нем лазеечки и герой мне зашел. Так что присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелий. Быстренько пробежимся по шахматам, просто чтобы уточнить его роль в данном режиме. Он у нас страж, это как раз до появления Лакрейса у нас только Аврора была стражем, и на тестовом у нас доступны все герои, поэтому также видим, что новая героиня сбора тоже имеет этот статус. То есть в теории можно вообще собрать из новых экс, ну и плюс Аврора 3 стража, то есть их всего 3 в игре. И как раз можно будет парировать 1000 урона и сокращать контроль на 3 секунды. То есть уже в принципе роль его неплохая. Он у нас и щитки кидает, и танчит получается. Плюс он у нас колдун. В случае с призывом у нас второй колдун и соответственно последних всего там 2. Это премцы. То есть Лакрейс у нас может в шахматах затанчить, умереть и бафнуть свою атаку уже непосредственно премце. Также вкратце по навыкам героя. Если кому-то интересно, можете в принципе в игре ознакомиться. Все это доступно. Тут мы просто быстренько пробежимся, что вообще делает герой. То есть в начале боя он призывает привидения, которые наносят простые атаки и также дополнительный урон с каждой простой атаки. Ну и соответственно получает в начале боя щит. Щиты зависят от атаки. Боевой навык не имеет никакого кулдауна. Он у нас активируется в тот момент, когда у нас теряется щит. Либо просто проходит, либо его ломают. То есть также учитываем момент, что можем на боссах подобрать такой тайминг, что он будет кидать щит. Щит будет принимать на себя урон, ломаться и соответственно будем активировать боевой навык. Призраки, которые он призывает, накладывают, получается, на цель дебаф на увеличение получаемого урона. Изначально увеличение составляет 2%, суммируется до 20 раз, это 40% получаемому урону. Ну и, кстати, еще и доп. Урончики есть. При исчезновении они наносят урон от атаки. Ну и ультимейт, также от атаки он кидает щиты. И такой неприятный моментик, это то, что он отзывает всех привидений. В тот момент, когда он отзывает призраков, у нас эти стаки слетают. Но есть такое окошечко, его тоже покажу. То есть мы можем ультовать Лильванис как раз в тот момент, когда на цели висят и дебафы, и Лильванис будет в полете в принципе получать щит и бонус от сета на щиты. По пробуждениям. Очень важное пробуждение, это второе, чтобы он щиты кидал на всех. То есть если мы хотим его выкручивать и наносить уже максимальный урон, то есть мы уже настраиваемся на то, что нам нужно будет добивать его до второго пробуждения, чтобы он кидал всем щиты и давал баф на урон от всех сетов, которые связаны с щитами. Ну и пятое пробуждение также довольно-таки мощно на самом деле.
Во-первых, мы увеличиваем количество стаков до 30, и каждый стак начинает уже не 2%, а 2,5%. Перейдем же к тестам уже непосредственного урона. Расстановочку я использую вот такую. Будем сравнивать с Ирзилосом на разных уровнях пробуждений. Я пробовал его использовать как дэмэдж дилера. В принципе, результат чуть хуже, если мы оденем его в сет на щиты. Тут у нас урон у Лильванис чуть просел. Мы в дальнейшем также сравним. Просто цифры как бы сейчас подзапомним, что вообще происходит. Данный урон это по 3 целям. Тут у нас 5,3 миллиарда получается нанесла Лильванис, и мотыль нанес 581 миллион. Ну, грубо говоря, 0,5-0,6 средняя от миллиарда. Но во всех дальнейших тестах я уже использовал именно на щиты сет. Сейчас мы это все вернем. Покажу, как вообще стаки висят. И вот это самое окошечко, где мы можем попасть в момент, когда стаки еще висят и навешивается щит при этом на Лильванис. Я использовал такие тайминги. Несмотря на то, что Лильванис 5, я все равно 18 секунд оставил. То, что, понятное дело, она не у всех 5, да и в принципе так именно тестировать проще. Поэтому тайминги вот такие. Получается 0,1 секунда разница между Лакрисом и Лильванис. При таких таймингах она в принципе успевает ультануть именно в стаке. Сейчас мы запустим бой. Все тесты я проводил на, получается, манекены максимального уровня были, и бой на 5 минут ставил. Сейчас пока все фиговенько, но как только Леля войдет в дракона, плюс Лакрейс там что-то подразгоняется тоже, и вот начинаются моменты, что мы ультуем именно в стаке. Вот сейчас можно будет это наблюдать. Замедлим чутка бой. Допустим, сделаем на 2. Как видим, 24, 24, 12 стаков висит. И Лильванис ультанула именно в стаке. При этом у нее на данный момент висел щит. Если тайминги чуть по-другому сделать, то получается Лакрейс у нас ультует, стаки все исчезают, и нам приходится делать выбор: либо мы ультуем под щитом, тогда смысл вообще теряется в Лакрейсе, потому что мы ультуем тогда не в стаке. Все, при таких таймингах мы, соответственно, ультуем именно по стакам и получаем все бонусы от щита. Вот все это стабильно висит. 24, 24, 12. По вообще характеристикам, как правильно Лакрейса собирать, потому что очень важный момент — это скорость атаки ему обязательно давать. То есть в рунах я собрал максимум именно, тут вообще получилось на 4 прока выйти. Вот важный момент — это именно скорость атаки, чтобы он сам бомбил, и в принципе копиям его также передается эта скорость атаки. То есть он очень быстро начинает эти стаки вешать, и соответственно урона мы наносим от этого больше. Сейчас мы сравним ДПСы при разных условиях. Тут у нас был урон по 3 целям с Ирзилосом. Лильванис нанесла 4,6 миллиарда урона. Сейчас также покажу, как вообще у нас был одет Ирзилос. То есть у нас получается Лакрейс в данном сете и вот этот артефакт. Дабы все было честно, мы также этот артефакт переносим на Ирзилоса, потому что этот артефакт апает урон. Соответственно, все бонусы у нас остаются. То есть тесты максимально честные и справедливые по отношению к каждому из героев. Поэтому Ирзилоса я вообще даже тут в атаку, в урон там по-разному одевал. И сейчас сравним, что у нас получается с Лакрейсом. Тут у нас урон по 3 целям с Лакрейсом, который на 2 пробуждении. Тут уже мы видим, что урона больше в принципе. Плюс, как я уже говорил, что реалии такие, что мы не ходим вообще никуда. 4 призывника, потому что они там не живут. Боссы очень жесткие. Тут за счет, в принципе, щитов у нас есть шансы куда-то пойти и, в принципе, выживать, так как Тиамат у нас повесит штраф плюс подхил, ну и статово накинет. И Лакрейс там щитками какие-то скиллы перекроет. С Ирзилосом у нас так не получалось, так как мы брали всегда в итоге 2 саппорта и Ирзилоса просто выкидывали из команды. Вот. Но все равно мы сравниваем как бы вот так, да, типа с другим призывником, и результаты все равно лучше. Хотя в реальном бою будет все еще лучше, потому что манекены-то нам щит не ломают. А в реальном бою у нас будет ломаться щит, на Лакрейсе он у нас будет танчить и чаще активировать боевой навык. Соответственно, будет также призывать призраков раньше, и они будут накидывать свои дебафы, возможно, даже в большем количестве, чем вот у нас сейчас получается по 3 целям нанести. И также урон по 3 целям уже с 5 мотылем тоже видим, что прирост все-таки есть. В процентаже довольно-таки все равно неплохо. Плюс в реальных условиях будет еще больше, потому что там 5 призраков написано на 5 пробуждении. То есть, намного жестче будет профит
именно в реальном бою. И самое такое, это именно в соло цели, если мы бьем. Также я ставил одного манекенчика, и сейчас вам покажу, что в итоге у нас из этого вышло. С Эрзилосом в одну цель Лильванис нанесла 1,6 миллиарда урона. По шмоткам ничего не менялось, все было так же, тайминги все совпадало, все вовремя тут бафается. Но сейчас посмотрим, сколько у нас с Лакрейсом. С вторым мотыльком у нас 1,8, то есть уже больше. Причем прикол соло цели, что в любом случае она будет бить именно Лакрейса, и опять-таки, как я говорил, щиты будут ломаться, и боевой будет активироваться чуть-чуть раньше, соответственно стаков будет больше. Ну и не забываем про выживаемость. И урон с пятым мотылем, тут прям разница вообще ощутимая, он стабильно держит максимум стаков, очень быстро их набирает за счет скорости атаки. Плюс и у самого его урон при этом вырос. Довольно-таки неплохо, он там лупит вообще прям нормально. Понятное дело, что топ-дамаг у нас в любом случае Лелия, но если сравнить процентаж урона с другими, да, тут они даже по проценту не дотягивают, то мотыль еще там что-то как-то раз в 10, то и в 20, ну, если сравнить с другими героями, наносит урона больше. В какой-нибудь жесткой гонке за урон вот эти копейки обычно и решают. Также пару слов про новичков. Я уже наблюдаю, те, кто только вот стартовал недавно, это чуть ли не их первый баннер, они уже бьют воронку именно через призыв, так как у них нет возможности бить аурой, у них ее нету. А когда будет, в принципе, опять-таки вернемся на воронку, да, и вспомним, сколько там у нас цикл идет на том же Дахване, так как, ну, ребят перекинет в актуальный сезон, и им придется уже бить Дахвана, он как бы посильнее, такой противный тип. Ультимейтом мы можем перекрыть, в принципе, у Дахвана второй боевой навык и ультимейт. Так как Лакрейс, он вообще-то, ну, апает урон по сути всем. Неважно, призыв это, не призыв. Благодаря вот этому таланту он, получается, ультует и сам себя заливает. Ну и также остальных героев, у кого есть данный талант. То есть цикл ему будет попасть с той же аурой, к примеру, да. Новички не смогут выкрутить Анелизис, потому что, ну, нету баннера, все. Но, тем не менее, могут использовать все равно Лакрейса в качестве такого саппорта, который будет давать щиты и при этом повышать неплохо урон. Так как тоже, ну, можно рассматривать его не только как героя призыва, а как такого интересного саппорта под другие связки вообще абсолютно. Ветераны сейчас, скорее всего, скажут, что я какой-то бред несу, но вы просто не были на серверах новичков и не совсем понимаете, наверное, что там происходит, чем им приходится играть. Там пачки из говна и палок вообще собираются. Мы привыкли все сравнивать с тем, что у нас сейчас есть, да, и все, что другое, нам кажется каким-то диким. Но там люди играют нормально, у них своя там атмосфера, так сказать. Вот, и там совсем другие команды, совсем другие реалии. И такой вариант будет довольно-таки актуальный там. Причем долгое время, так как баннеры сейчас идут в таких порядках, что допустим, не факт, что у кого-то там вообще когда-либо будет Анелизис. И команда ауры, это не та команда ауры, что у нас. Вот, поэтому там всякие варики рассматриваются. Вот так, в принципе, кому что непонятно по герою, пишите в комментариях, либо в телеге, задавайте свои вопросы, свои там варианты предлагайте. Вот просили в ДД собрать. Я, в принципе, собрал, сравнил, ну, в принципе. Кстати, как вариант, если его просто выбить, да, и беспробудно там, допустим, будет и какая-то соло-цель, то, ну, как вариант, можно его собрать в ДД, и тот урон, что он нанесет, он, в принципе, может перекрыть ту потерю, которую мы не получили за счет вот этих вот сетов. То есть то, что могла бы нанести Лильванис, благодаря вот этим сетам, можно просто перекрыть его уроном. За тоже как такой вариантик. На себя-то он в любом случае щиты будет кидать и что-то там потанчить может. Поэтому как-то вот так. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.